Друзья, приветствую вас. Вечерний обзор. Давайте рассмотрим, какие события произошли, куда они ведут, а также какие движения предполагаются на вечерней сессии по доллару, нефти, золоту, рублю и другим активам. Давайте на секундочку в телеграм-канал перейдем. Я вот здесь сегодня разбирал акции по запросам подписчиков ВТБ, Аэрофлот, Детский мир. Если кому-то интересно, можете посмотреть, повторяться не буду. Здесь, мне кажется, все более или менее детально описано. Сегодня, конечно же, ключевой новостью стало то, что Шойгу приказал вернуть войска обратно в части, то есть отвести от границы с Украиной. Несомненно, это очень позитивный момент, и мы увидели, как он очень мощно сыграл на российском рынке и на курсе рубля. Но здесь надо помнить, что эта ситуация, она имеет под собой фундаментальные основания. Я имею в виду возникновение напряжения. И вот этот вот отвод, он пока еще не является решением вопроса и снятия всех напряженностей. Ну и, видимо, на радостях, что такая хорошая новость вышла, сегодня какой-то поток феерических новостей после этого пошел. То есть, ну, видимо, как бы люди настолько испытали прилив позитивных эмоций, что сразу много чего интересного повыходило. Так, друзья, ну смотрите, на самом деле, вот вся эта ситуация, она более или менее сейчас как-то пытается разруливаться. Я имею в виду вот это напряжение, которое возникло на границе с Украиной. Но есть определенный момент. Мы с вами можем это наблюдать. То же самое происходит с ковидом. Когда качается маятник, в одном месте затухает, в другом месте разгорается с новой силой. Возникла ситуация с Чехией, с взаимной высылкой дипломатов, обвинениями и так далее. Здесь надо четко понимать, что такое Чехия. Чехия – это, в общем-то, по сути, форпост российской внешней политики в Европе. Несмотря на то, что страна относительно небольшая, она достаточно лояльна к России, к россиянам, относилась во всяком случае. И там была одна из самых больших в Европе дипмиссий. И поэтому весь этот скандал, это, несомненно, значительный удар не только на российско-чешские отношения, но и в целом на взаимоотношения с Европой. Уже как бы Словакия к вопросу подключается. Мне непонятно, как до сих пор Польша не подключилась, потому что, по идее, темпераментные поляки уже должны бегать по всем посольствам и выгонять иностранных дипломатов, чтобы они уехали из России. Но это, конечно, шутка. Вот. Но на самом деле вот эта ситуация, она может очень негативно повлиять на взаимоотношения с Европой. То есть здесь может возникнуть такая череда взаимных высылок, взаимных претензий. Ну и надо четко помнить, что основной на самом деле партнер России это не Соединенные Штаты и не Китай. И даже не Монголия. Это Европа, Европейский Союз. И поэтому как бы они для России священная корова, и Россия для них тоже священная корова. И поэтому здесь такое, в общем-то, сочетание, когда эти два государственных образования, они очень тесно между собой связаны. Как бы там что ни происходило и что бы ни говорили. Это было с исторических давних времен, и это взаимодействие, взаимосвязь сохранилась на текущий момент. И поэтому вот эта вся ситуация с Чехословакией, она может быть, с Чехией, прошу прощения, конечно же, с Чехией, она может привести к тому, что наступит раздрай с Евросоюзом, а такой раздрай для России будет очень негативен. Сегодня также была масса информации по ЕЦБ, было выступление Лагард по поводу ставок и дальнейшей монетарной политики, было заявление. Ну, скажем так, нельзя сказать, что они пообещали очень радужные перспективы, но тем не менее Лагард отметила, что несмотря на то, что было снижение ВВП и экономики в первом квартале, они ожидают отскок и рост во втором квартале. Об этом свидетельствуют высокочастотные индикаторы, но здесь вмешивается такой фактор, как ковид. Ковид выходит опять на первый план. С одной стороны, появляется все больше и больше тревожных исследований, которые указывают на то, что ковид убивает спустя длительное время после того, как человек переболел. То есть там проходит месяц и год, и после этого у человека начинается осложнение, и он умирает.
То есть это крайне негативная новость, потому что она указывает на то, что не все так просто. И не все решается тем, что человек выздоровел, или тем, что он, допустим, вакцинировался и переболел в легкой форме. Все оказывается гораздо сумрачнее, чем можно было представить на первый взгляд. Второй момент заключается в так называемом эффекте маятника, когда идет постоянное разгорание этой эпидемии. Потому что Соединенные Штаты сделали, с одной стороны, эгоистический, с другой стороны, весьма обоснованный реалистичный шаг. Они решили все сосредоточить на себе, все вакцины, все средства излечения. Это привело к тому, что возник значительный недостаток вакцин в развивающихся странах, в Бразилии, в Индии, в Иране. Ну и мы сейчас получили такую ситуацию, когда в Индии настоящий ковидный ад, там по 300 тысяч новых случаев в день. В Иране тоже дичайший всплеск заболеваемости. В Бразилии и даже во Франции. Вот. Ну, конечно, во Франции не такие масштабы, как в Иране, в Бразилии и Индии. Но, тем не менее, весь этот эффект, он указывает на то, что будет очень длительный выход из этой ситуации, и он будет чреват многими внезапными негативными событиями. Так, друзья, ну и переходя к календарику, что тут у нас? По Соединенным Штатам вышли отличные данные по первичным заявкам о безработице. И вот сейчас уже можно действительно с уверенностью сказать, что здесь идет тренд на снижение новых заявок. Это позитивный момент. И когда будет просадка хотя бы до 300 тысяч, я думаю, это уже будет совсем другая экономическая реальность. Так, но если не очень позитивные новости, они связаны с тем, что в Америке продажи на вторичном рынке жилья, они получаются не такие, как прогнозировались, и не такие, как были месяцем ранее. Но сегодня с утра я эту ситуацию обрисовывал. По мнению американских аналитиков с рынка недвижимости, они считают, никакого коллапса на рынке недвижимости не будет, потому что нету таких ужас-ужас деривативов, как в 2008 году, когда своп на фьючерсе, фьючерс на опционе. И поэтому все будет хорошо, будет небольшое охлаждение, но ничего страшного они прогнозируют. Но они не учитывают одну вещь, теорию катастроф, что каждый раз оно все случается по-новому. То есть то, что было в 2008 году, оно в следующий раз уже так не будет, оно повторится совсем по-другому. Так, друзья, далее по NASDAQ у нас сегодня позитивная ситуация и высока вероятность того, что американский высокотехнологический индекс, он все-таки сегодня или завтра попытается, по крайней мере, потестить 14 тысяч 62, 14 тысяч 70, вот это максимальное значение. А дальше посмотрим, будет или не будет пробитие. С учетом позитива по рынку труда вполне может быть, что он застрянет. То есть он не пойдет ни наверх и ни вниз и будет консолидироваться в диапазоне 13 850, 14 070, вот здесь вот. Так, DAX, немецкий фондовый индекс, сегодня восстанавливается. Он удержался вот в этой консолидации, в этом диапазоне выше 15 тысяч. Это позитивно, потому что получается вот это движение вниз, оно не получило развития, его полностью выкупили. И, соответственно, говорит о том, что с экономикой Германии сейчас на текущий момент особо рисков в ней не наблюдает. То есть она где-то будет, исходя из движения индекса, набираться с духом. И я думаю, как Лагард говорит во втором квартале, я думаю, все-таки в третьем квартале мы можем увидеть много интересных экономических прорывов по Германии. Так, далее S&P, он сегодня, похоже, идет на рекорд. Даже охлаждение на рынке недвижимости его не останавливает. Вот, но здесь четкая картина, его выкупили, и пока не будет уверенного пробития 4080, здесь вот новый уровень нарисовался. Вот это все, оно будет движение в рамках боковика. На текущий момент я не вижу особых оснований для того, чтобы он куда-то улетел выше этого значения. Здесь, скорее всего, будет тестирование и откат, потому что шортистов все время снижается. С другой стороны, драйвер для роста, он, с моей точки зрения, нужен какой-то новый драйвер для роста, потому что то, что есть, оно уже некоторое пресыщение наступило.
Так, ну вот ЕЦБ слишком многого не наобещал, и поэтому индекс доллара, судя по дневному таймфрейму, сегодня растет. Но опять же, пока вот этого пробоя не будет и закрепления, он будет откатываться и стремиться сходить на 89,7, вот сюда вот. Так, далее ВИКС тоже дневной таймфрейм, но здесь смотрите, здесь у нас он застрял в консолидации, несмотря на такое позитивное движение на рынках, он особо вниз не идет. И это, кстати, тоже такой момент достаточно напряжный, потому что, ну, если все так хорошо и все растет, он должен, по идее, пойти потестить и пробить 16 и уйти на 15-13,5. Поскольку такого нет, то весьма вероятно завтра мы увидим хорошую корректировку на рынках. Но тут как раз и пятница, и ряд напряжений в системе накопилось. Так, друзья, далее вот по эфириуму был вопрос, но здесь ситуация очень интересная. Вот, я думаю, сейчас он будет корректироваться, то есть он еще, может быть, немножко порастет и от текущих значений, и, соответственно, он пойдет, ну, куда-нибудь на 2340-2300, вот сюда, вот в этот диапазон. Очень он технично, очень грамотно ходит по каналу, пока растет, денежки на крипторынок идут, ну и все хорошо. Так, друзья, далее нефть, часовой таймфрейм. Но смотрите, по нефти пока ситуация неопределенная. С одной стороны, здесь вот это движение, оно должно завершиться уходом выше вот этого сильного уровня и потом отработкой уровня 67,5. Но на текущий момент существует, ну, достаточно высокая вероятность того, что будет коррекционный откат и произойдет пробитие 64,5. Если такое все-таки случится, то движение вниз будет очень стремительным. Пока здесь вот эту всю просадку ее выкупили, но тем не менее сейчас есть ряд моментов, которые указывают на то, что может пойти движение вниз. Что касается вечера, то здесь, я думаю, если не будет пробития 65,1, то вот это все движение, оно приведет к тому, что отсюда пойдет сначала тестирование 65,8, и потом попытка забраться вот сюда вот на 66,25. Но по нефти сейчас у меня на данный момент нету, скажем так, основного видения движения на вечер, потому что логично было бы сходить сюда, но те сделки, которые происходят на этом участке, они не дают достаточно высокой уверенности, что пойдет процесс движения вверх. Поэтому нефть, я думаю, либо не трогать, либо ожидать, что она будет вот в этом боковике двигаться вечером. Так, друзья, далее золото, часовой таймфрейм, отличная картина. Его провалили, и сейчас вечером, если оно не пойдет дальше, не произойдет пробитие 1777, то отсюда ему двигаться сюда вот и закрепляться выше 1787, вот здесь вот. Так, друзья, далее евро-доллар, 4-часовой таймфрейм. Вот здесь сейчас будет момент истины, когда тестирование 1,1991. Если этот уровень не пробивается, евро будет либо сейчас консолидироваться в этом диапазоне, или отсюда будет отскакивать цель движения пробить 1,2080. Если 1,1991 все-таки пойдет, то мы по евро увидим движение с целью 1,1950. И вот если уже пойдет пробой 1,1941, то тут уже по евро разовьется очень сильный коррекционный откат, ну, на 1,1790, я так полагаю. На самом деле, пока ситуация не до конца ясна, здесь очень сильный импульс вниз пошел, но пока это значение не пробито, наиболее вероятно, что этот сильный импульс не получит развития. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, наш любимый, самый дорогой инструмент. Но смотрите, по дневочке все как бы геополитические риски пшикнули и пока улетели в космос или еще куда-то. Но вот она, 75,3, они и остановились. Разумеется, если сейчас или завтра пойдет движение с пробитием 75,24, то мы можем увидеть движение на 74,1. Но мне что-то кажется, такой сценарий менее вероятный, чем мы по аналогии с предыдущей ситуацией отсюда отскочим, и цель движения будет 76,2. По сути, высадка десанта и пассажиров произошла, и теперь можно
ракете заправленной лететь наверх. Так, ну вот часовик, пытается он развернуться, пытается, пока безуспешно. Но пришли на сильный уровень, и сейчас отсюда наиболее вероятно будет коррекционный отскок. Цель этого отскока 75-85. Сценарий данный не срабатывает, если сейчас идет дальнейшее движение вниз и пробой 75,2, 75,15. Такое возможно, но такой сценарий с моей точки зрения маловероятен. Для того, чтобы он реализовался, надо, чтобы пошел мощный позитив по нефти. Сейчас я не наблюдаю причин для мощного позитива по нефти, и поэтому здесь наиболее вероятно будет движение 75,3, 75-75. Вот в этом диапазоне. Так, друзья, РТС, дневной таймфрейм. Я думаю, сейчас пришло время ему скорректироваться. Вопрос только в том, как глубоко пойдет эта корректировка. Будет или не будет пробитие 145 500, 146. Если будет, то следующая цель движения ведет его на 143 500. Конечно, возможно, он останется здесь наверху, закрепится. И сегодня будет закрытие выше значения 147, 147, 200. Тогда, соответственно, на завтра мы можем увидеть движение на 152, 250. Я все-таки склоняюсь к мысли к тому, что здесь будет коррекционный отбой и движение в район 145, 145, 500 сегодня вечером. Ну и вот часовик показывает на то, что мы хай показали. И, соответственно, сейчас после этого хая нам полагается сходить в район 146, 150. Соответственно, сценарий не срабатывает, если отсюда идет задерг и пробитие 148 500. Тогда будет ракета, которая полетит, но если не на Марс, то на 151 500. Я думаю, такой сценарий маловероятен. Здесь, я полагаю, будет откат куда-то сюда. Может быть более сильный на 144 500, 145. Но пока посмотрим, как будет отработана вот эта цель сейчас на вечерке. Все, друзья, спасибо за внимание. До свидания.